Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. В прошлом видео я делилась с вами рецептом приготовления вкусной маковой начинки для любой сладкой выпечки. Кто не видел, ссылочку оставлю в описании. А сегодня покажу, как я готовлю вкуснейшие рулеты с этой начинкой. Для них понадобится более сдобное, можно сказать, пасхальное тесто, которое как нельзя лучше подходит для приготовления сладких дрожжевых пирогов, рулетов, пасхальных венков, булочек, рогаликов, пирожков, ватрушек и даже куличей. Для начала приготовим опару, активируем дрожжи и заодно проверим их свежесть. В миску вливаем 250 граммов теплого, но не горячего молока или сливок 10% жирности. Добавляем 25 граммов свежих прессованных дрожжей. Всыпаем столовую ложку сахара и 3 ложки муки из общего количества продуктов. Все хорошо перемешиваем и делаем дрожжевую болтушку. Через 20-30 минут вы увидите, активны у вас дрожжи или нет. Если отсутствует дрожжевая шапочка, то нет смысла дальше заводить тесто и переводить продукты. Я знаю, что у меня дрожжи очень свежие. Убираем опару в теплое место и тем временем подготовим сдобу. Тесто буду вымешивать в тестомесе. В чашу миксера разбиваем 2 целых яйца и 1 белок, а желток оставляем для смазывания рулетов. Только не забудьте его накрыть, чтобы он не заветрился. Добавляем весь оставшийся сахар. В общей сложности его идет 150 граммов. Но если вы не любите очень сладкую выпечку или у вас слишком сладкая начинка, возьмите 100 граммов. А для приготовления куличей берите 1 стакан сахара. Туда же всыпаем 5 граммов соли, вливаем столовую ложку коньяка или, как у меня, рома и добавляем 2 пакетика ванилина или ванильного сахара. Сдобная пасхальная выпечка должна быть очень ароматной. Венчиком смешиваем все ингредиенты. Если у вас нет техники, которая может вам помочь вымесить тесто, все то же самое проделываем вручную в большой миске. Что касается сливочного масла, тут есть 2 варианта. Его можно растопить и сразу добавить в чашу к яйцам, либо в мягком виде вмешивать в тесто, что я и буду делать. Через полчаса вот так хорошо подошла опара. Отправляем ее в чашу миксера и смешиваем. Туда же всыпаем муку. По рецепту идет 750 граммов. Но мука у всех производителей разная, поэтому чуть-чуть оставьте, а при необходимости ее можно добавить. Замешиваем тесто на самой низкой скорости до объединения продуктов. В результате я добавила всю оставшуюся муку. Затем увеличиваем скорость до 2 и вымешиваем тесто 7-8 минут до эластичности. Частями в 2-3 приема вмешиваем 100 граммов мягкого сливочного масла. Каждую следующую партию масла добавляем только тогда, когда первая полностью соединится с тестом. При необходимости периодически зачищаем стенки чаши. Во время последнего добавления мягкого сливочного масла вливаем столовую ложку растительного масла, а еще одну оставим для смазывания чаши и рабочей поверхности. Окончательно замешиваем тесто еще в течение 5-7 минут. В результате должно получиться очень эластичное, приятное на ощупь, не липнущее к рукам тесто средней консистенции. Округляем его, чашу смазываем растительным маслом, выкладываем в нее тесто, накрываем пленкой или мокрым полотенцем и отправляем в теплое место для подъема на 1 час. У меня тесто подходит в духовке, в которой включена только лампочка. Через час делаем обминку. Снова округляем и убираем в теплое место на 30 минут.
Вот так выглядит тесто через полчаса после обминки. Выкладываем его на рабочую поверхность и визуально делим на 3 части, каждая весом примерно по 480-500 граммов. Куски теста округляем, выкладываем на смазанную маслом поверхность, сверху тоже слегка смазываем маслом и накрываем пленкой. Пусть отдохнет 5-10 минут. Клейковина теста расслабится и его будет легче раскатывать. Покажу вам 3 варианта формовки сдобных рулетов, хотя их, конечно, гораздо больше. Раскатываем тесто в виде прямоугольника или овала. Переворачиваем гладкой стороной вниз. В дальнейшем это будет верхняя лицевая часть рулета. Будем делать маковую плетенку. Надрезаем тесто с обеих сторон через каждые 2-3 сантиметра. Вдоль по центру выкладываем начинку. У меня маковая, та самая, которую мы с вами делали накануне. Напомню, что ссылочку на видео с ее приготовлением вы можете увидеть на экране и в описании под видео. Вместо маковой начинки можно использовать ореховую, из сухофруктов, густой джем или повидло, свежие фрукты и так далее. Заплетаем косичку. Края подворачиваем под заготовку. Перекладываем рулет на противень, застеленный бумагой или ковриком для выпечки. Для второго варианта рулета раскатываем тесто в прямоугольный пласт. И наносим на 2/3 поверхности маковую начинку. На оставшейся части теста делаем любое нечетное количество надрезов. 2 соседние ленточки перекручиваем между собой. Сворачиваем рулет. Концы переплетов подворачиваем под заготовку. Выкладываем рулеты на противень на расстоянии друг от друга. Третий кусочек теста раскатываем в прямоугольный пласт. Полоску отрезаем для украшения, но это не обязательно, можно обойтись и без него. Оставшуюся начинку ровным слоем распределяем по всей поверхности. И сворачиваем нетугой рулет. Края теста защипываем и выкладываем на противень. Это, пожалуй, самый простейший вариант формовки рулета. Его можно оставить и в таком виде, а можно сверху украсить различным орнаментом из теста. Листочками, цветами, лентами, сеточкой, жгутиком и так далее. Оставляем рулеты на расстойку. Если они будут подходить на кухонном столе, накройте их пленкой, чтобы не подсыхали. А если, как у меня в духовке с включенной лампочкой, то можно и не накрывать. Как правило, на это уходит от 40 минут до 1,5 часов. Все зависит от условий, которые вы создадите тесту. После расстойки достаем рулеты и переключаем духовку на 180 градусов, пусть нагревается. Тем временем подготовим смазку. Хорошо смешиваем 1 желток, который мы оставляли, и столовую ложку молока.
Очень аккуратно наносим ее на рулеты. Даем смазке подсохнуть в течение 10 минут и только потом отправляем в разогретую духовку. Выпекаем рулеты при температуре 180 градусов на втором или третьем снизу уровне на режиме верхний и нижний нагрев без конвекции в течение 35 минут. У вас время выпечки может быть чуть больше или меньше, все зависит от вашей духовки. По готовности горячие рулеты смазываем растопленным сливочным маслом для большей мягкости, красивой глянцевой корочки и придания сливочного вкуса. Очень мягкие, нежные, сладкие, сдобные и необыкновенно ароматные рулеты готовы. Даем им полностью остыть, и после этого можно нарезать и наслаждаться со стаканчиком холодного молока. Друзья, если вы никогда не готовили рулеты с маком или наоборот большой любитель маковой сдобы, рекомендую приготовить выпечку по этому рецепту, в которой так много вкусной, сочной начинки и очень удачное сдобное тесто. Готовьте на радость и угощайте своих родных и близких. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, пишите свои отзывы и задавайте вопросы. А главное, не забудьте подписаться на канал «Коллекция рецептов». С вами была Дина. До новых встреч!